Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Название нашего сегодняшнего разбора звучит так. Его мысли о вас за последние 48 часов. Я решила немножечко сжать, временные какие-то рамочки. Обычно мы смотрим, что он думает о вас, его мысли о вас, в каком-то таком общем контексте, да. А тут мне очень хочется вытащить вот какую-то, знаете, концентрированную мысль или концентрированную смесь из мыслей этого человека. 48 часов берется именно для того, мало ли, вчера у вас не думал, или что-то там у него происходило, или позавчера не думал. Поэтому я немножечко так вот, знаете, на 2 денечка, грубо говоря, растянула, да, чтобы точно человек думал о вас. Хорошо, у нас с вами 3 позиции, мои дорогие. Начинайте выбирать ваших мужчин. И я напомню вам перед раскладом о том, что я создала для вас еще один канал. Он называется Людмила Шпакова в потоке. И приглашаю всех вас подписаться на новый канал. В этом случае вы сможете смотреть расклады ежедневно, потому что теперь они выходят в шахматном порядке. Сегодня расклад на этом канале, завтра расклад на новом канале. И на новом будет еще много разных плюшек, да, таких как вызовы, таких как медитации. И все расклады с места силы будут тоже на новом канале. Поэтому, мои дорогие, приглашаю вас. Обязательно подписывайтесь. Главное, не забывайте подписаться. Итак, приступаем к нашему сегодняшнему разбору. Значит, 3 позиции. И сначала сделаем сигнификацию, да, что между вами с этим человеком. Если вы себя узнали, смотрим дальше. Значит, первое, что мы посмотрим, это кто вы для этого мужчины. Как он вообще вас видит, как он вас воспринимает. После этого мы посмотрим уже его концентрированные мысли за последние 48 часов. Мысли, конечно, не в целом о мироустройстве, а конкретно у вас. Итак, 2, 3 идут у нас в ожидание. Начинаем с единичек. Опа, между вами 2 кубков. Да, 2 кубков и справедливость. Очень интересно, очень интересно. Давайте раскроем эту историю, да, раскроем эту историю. Угу. Так, смотрите, значит, здесь мы можем рассматривать ваши отношения в контексте того, что у вас и страсть, и ненависть, и любовь в одном флаконе. Вы с этим человеком наполнены страстью, скорее, чем любовью, да, вы наполнены страстью друг к другу. У вас идут такие сильные гормональные перестройки, и ваши тела, собственно говоря, да, вырабатывают большое количество эмоций в стороны друг друга. Значит, вас мне показывают замужней дамой. И мне говорят о том, что отношения с вашим мужем стали похожи на одиночество вдвоем. Может быть, вы живете в разных комнатах или сосуществуете вместе вроде как, да, но вы не чувствуете себя любимой. Более того, мне говорят о том, что вы не чувствовали себя любимой, что, возможно, вас выдали замуж родители, да, или вам пришлось выйти, от какой-то безнадежной ситуации, да, пришлось выйти замуж. Значит, и муж ваш, он может быть старше вас, причем даже у кого-то проиграется значительно. Он
человек, который очень такой основательный человек, человек, который держит семью, который вас, может держать в таких вот ежовых рукавицах, но при этом вы совершенно никогда не чувствовали себя по-настоящему любимой и, что интересно, по-настоящему влюбленной женщиной. Вот женщиной, которая любит сама. Значит, и случился вот этот мужчина, которого мы рассматриваем. Здесь мужчина может быть моложе вас, у кого-то прям значительно моложе вас. И с этим мужчиной у вас толком ничего не получается. То есть как бы вы все время боретесь. Вы все время воспринимаете друг друга в штыки. И у вас, вот, как я и сказала, да, и любовь, и ненависть, и страсть, и раздражение, и какое-то бешенство внутреннее. Все это в одном флаконе намешано. Значит, вы без него не можете, а с ним у вас постоянные ссоры. Вы пытаетесь что-то друг другу доказать. Здесь, чаще даже мужчина пытается доказать вам что-то. Он пытается доказать свою состоятельность, да, что я мужик, я посмотри, какие поступки делаю, я очень крутой, да ты меня неправильно как бы оцениваешь и так далее. Вот, значит, вы же, да, скорее больше так снисходительно к нему относитесь, но иногда он вас достает настолько, что вы его начинаете тоже колоть своими пиками. Надо признать, что этого мужчину, которого вы загадали, вы чувствуете чуть глупее себя, я бы так сказала. То есть вы считаете, что вы его можете чему-то научить, вы ему можете что-то подсказать, да, как надо, как не надо, а он, в общем, такой вот какой-то немножечко глуповатый, придурковатый паренек, но тем не менее очень сильно к нему тянет, да, несмотря на вот такие вот ощущения с вашей стороны. Вот, значит, здесь мужчина периодически проявляет к вам какой-то такой, знаете, глобальный жезловый интерес. Начинает проявляться, написывать, названивать. У каждого это будет по-разному, потому что, сами понимаете, да, расклады общие, и они не могут проигрываться на 100%. Соответственно, у кого-то он где-то вас ловит там, с цветами, с признаниями, стоит под вашим окном, ждет, когда вы выйдете из подъезда. У кого-то это какая-то переписка, да, но учитывая, что вы показаны здесь императрицей при императоре, да, наверное, парню сложно проявиться как-то к вам так вот активно. Вот, здесь еще такая интересная особенность у этого мужчины, которого вы загадали, была любимая до вас. И, может быть, он с кем-то жил, с кем-то встречался. Он не показан женатым человеком, да, вот именно была женщина. Но с этой женщиной он продолжает общаться и бегает к ней, когда вы ругаетесь. Как будто бы, знаете, за утешением каким-то бежит. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, кто вы для нашего принца. Кто вы для него? Кто вы для него? Кто вы для него? Страдания и дьявола она моя. Боже ты мой, как хочется ее просто всю разорвать на части от своей страсти. Ну, наверное, весна здесь включает наших мужчин, да. Значит, кто вы для него? Вы его глобальное искушение. И искушаете вы его как раз своей взрослостью и своей целостностью. Тем, что вы такая, знаете, правильная королева пентаклей. Вы сделали себя сами. У вас
в жизни все разложено по каким-то полочкам. В целом у вас в жизни все хорошо. И вы сами обладаете такой энергией, да, вот как будто бы подойди к вам, и сразу все становится стабильным, правильным, хорошим, да, и перестают происходить какие-то плохие события. Этот человек вас воспринимает как дом. Вот понимаете, в лучшем смысле этого слова, дом – это место, куда хочется прийти, прикорнуть, успокоиться и обновиться. Понимаете? То есть у него вот такое отношение к вам. Вы, безусловно, обладаете материнской энергией для него. Ему хочется, чтобы вы как-то вот его, знаете, защитили, что ли, своей вот этой пентаклевой энергией. Вот. Но при этом, да, он не лишен и каких-то эротических желаний, потому что дьявол – это всегда искушение, это всегда желание сексуального контакта с женщиной, да, это вот такой интерес. Значит, вы очень ценный для него экземпляр. Человек этот намеревается завоевывать вас, человек этот намеревается действовать в вашу сторону, потому что вы ему очень сильно нужны. Понимаете? Вот, значит, если бы вы не были замужем, да, я бы сказала, что он здесь собирается по 4 жезлов жениться на вас, потому что он хочет выйти из состояния дьявола, из состояния любовника или поклонника, да, и довести вас до 4 жезлов, когда вы будете праздновать, ну, свадьбу, например, да, или совместное бытие. Вот. Здесь человек хотел бы, наверное, такого продолжения. То есть вот этот молодой мужчина воспринимает вас как свою будущую жену, а вашего мужа, судя по всему, как некое такое несущественное препятствие, которое когда-то все-таки получится убрать. Вот. Он здесь в перевернутом магии еще на дне колоды, да, то есть он у нас чувствует свое какое-то бессилие, да, он, может быть, несколько раз уже пытался вас приблизить к какому-то решению, например, серьезному, вот, и испытывает бессилие от того, что вот у него что-то такое не получается. По большому счету, перевернутый маг еще может сказать нам о том, что человек готов идти по головам для того, чтобы добиться того, что он хочет. Хорошо, давайте. Его мысли о вас последние 48 часов. Его мысли о вас последние 48 часов. Моя любовная любовь. Так звучат эти мысли. И какое-то такое сокрушение, если так можно сказать. Ну, мужчина здесь думает о вас постоянно. Да, не только последние 48 часов, но в целом как бы в таком фоновом режиме вы у него звучите на регулярной основе. Вот, значит, за 48 часов он очень сильно здесь расстроился из-за чего-то. Здесь, знаете, какое-то такое ощущение, что вы в данный момент можете быть в ссоре небольшой. Потому что он чувствует, что он вас обидел, и он не знает, как вернуть ваше доверие, или не знает, как вернуть ваше общение, может быть, да? Ощущение такое, что вы закрылись и замолчали. Вот как-то что-то такое произошло. Ну, это судя по его мыслям, да? О чем же он думал? Он думал как раз о том, что он вас обидел, что его поведение было недостойно звания настоящего императора, что типа я как-то не по-мужски поступил, говоря простым человеческим языком. Я поступил не по-мужски, что-то я лоханулся, вроде как я хотел ей показать, наоборот, большую любовь со своей стороны, да, а показал я ей что-то совсем не то.
Вот. Ну, надеюсь, что это не было в виде некой фотографии, да, своеобразной, которую сейчас принято посылать. Вот, значит, он думает о том, что ошибся, что сделал что-то неправильно и сделал какой-то поступок, который, ну, за который вы его не похвалили, короче говоря. Очень сильно переживал по этому поводу и переживал по поводу того, что то ли он не может найти слов, то ли у него нет возможности написать и проявиться к вам вот в любой момент жизни. И он как будто бы ждет вашего позволения появиться, да, вашего позволения, что вот все можно объяснить наконец-то. Вот, значит, переживает за то, что а вдруг вот только я нахожусь в таких чувствах, а вдруг только я думаю о ней, а она занимается своей обычной жизнью, может быть, там, детьми, мужем, и вообще обо мне не думает, и я для нее как вот песчинка какая-то, да, то есть я настолько мал, что похож на песчинку в пустыне. Вот об этом он думал последние 48 часов, вспоминал моменты, когда вы с ним были холодны, и как-то пытался их анализировать и думать, а что это она была такой холодной? А почему она так долго молчала? А почему я ей сказал, что я ее люблю, допустим, да, а она как-то сказала, ну и хорошо, да, любовь прекрасное чувство и так далее. Вот, то есть он анализировал какое-то ваше поведение, когда вы были достаточно холодны с ним. Дальше. Он думал о том, что он вас любит, но препятствия мешают вам быть вместе. Думал о том, что основное препятствие – это не муж, а вы сами, что вы его не любите, он думал. Он такой типа, блин, я верю в то, что у нас взаимные чувства. Я мечтаю о взаимных чувствах. Я хотел бы какой-то любви сумасшедшей, нереальной, такой вот, которая будет такой сумасшедшей и нереальной все время. Но я не уверен в ней, потому что вот она какая-то бывает холодная, отстраненная, слишком она рационально ко всему подходит. Мне это вообще не нравится, говорит он. Вот, значит, и ну, это его любви не отменяет, да, все его мысли пришли к единому знаменателю, и знаменатель здесь таков: я ее все равно люблю, моею будете. Вот так. Ну, то есть я вот вам как бы все мысли рассказывала, как они у него возникали. Да, то есть одна за другой, по очереди определенной. Вот, и закончилось тем, что будет моей, значит, все равно я верю в то, что мы любим друг друга. Встретились мы по страшному суду с ней не случайно. Мы с ней кармические партнеры, поэтому никуда она не денется, будет моей. В результате я на ней все-таки женюсь. Вот такие мысли похвальные, надо признать. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Что между вами? Угу. Ну, между вами расстояние. Это первое. Второе. Мужчина очень ярко начинал вас завоевывать. Делал какие-то усилия. Скорее всего, писал. Ну, если между вами расстояние, да, значит, писал. И сейчас почему-то пошла какая-то другая фаза. Какая фаза? Прекращение его проявлений. Ну, здесь у нас такой манипулятивный ход, судя по всему. Угу. Человек здесь от вас ждал денег, что ли, ждал? Денег ждал и не получил. Странно, странно. Так, ну смотрите. Интересная ситуация. Вы наверняка думаете, что встретили того самого. Потому что мужчина или когда-то у вас были отношения,
и вы просто разъехались на расстоянии друг с другом, и сейчас вы общаетесь через сеть интернет. Или это ваш друг по переписке. Но в любом случае здесь мужчина очень активно проявлялся, очень активно вас увлекал, завлекал. Все дошло до того, что люблю, не могу. Вот. Какие-то такие планы у вас общие на жизнь, типа будем жить вместе, будем жениться, будем счастливы и так далее. Сейчас же почему-то, то ли вы немножечко повздорили, но здесь вы, если честно, ссоры как таковой, да, конфликта я не вижу. Здесь конфликт возможен как раз-таки из-за того, что мужчина перестал к вам проявляться. Вот он как будто бы, знаете, таким нахрапом вас пытался взять, прям все и люблю, и 20 раз с утра доброе утро, 80 раз спокойной ночи, а ты первая клади трубку, нет, ты первый клади трубку, знаете, вот эти вот все, мы не можем расстаться, вот. И потом случилась какая-то странная тишина. Утро, в которое вы не получили ни одного сообщения. В течение дня ни одного, вечером ни одного. И, возможно, это время сейчас как-то вот еще происходит. Да, что время тишины. Или вы могли спросить у мужчины, да, а что такое-то, ты куда пропал? И он такой, типа, да я занят, или там я поехал в командировку, или у меня есть проблемы. Да, здесь я не исключу, что мужчина мог сказать, что у него серьезные проблемы, и он нуждается в деньгах. Или намекнуть вам на то, что он нуждается в деньгах. Или просто это был разговор, если мы точно говорим о каком-то хорошо знакомом вам мужчине, да, из прошлого, например. То есть он у вас не просил никаких денег, он мог просто сказать, что у него сейчас или проблемы с деньгами, или нет возможности к вам приехать из-за того, что нет денег. Потому что здесь разговор о деньгах какой-то был. И что интересно, каждый показывает, что мужчина как-то ждал денег от вас. То есть, типа, я не могу к тебе приехать, у меня нет денег, и рассчитывал на некое предложение от вас, ну, собственно, этих денег. Да? Это я не люблю, если честно, при всех таких хороших картах. Любовная морковь, совместные мечты, великое счастье Пентаклевой королевы и императора. Вот прям мужчина представляется вам завидным женихом. Вы прям видите в нем какого-то и обеспеченного человека, и человека, который хорошо зарабатывает, да, и может защитить свою женщину, стать для нее опорой. Вы вот как-то его прям таким видите, да, и меня очень смущает, что он ждал от вас каких-то денег. Очень сильно прям. Хорошо. Кто вы для этого мужчины? Кто вы для него? Кто вы для него? Не знаю, странная тяжесть прям в шее, не могу. Как будто кто-то за шею вот схватил и держит. Вроде такой безобидный вопрос, да, кто вы для него. Но именно сейчас такое ощущение, что то ли мужчина очень не хочет, чтобы вы знали, кто вы для него, то ли, может быть, вас недавно кто-то хватал за шею, сзади, за волос, там, я не знаю, какое-то такое странное ощущение вообще. Так, хорошо. Значит, кто вы для него? Вы для него очень важная женщина. Императрица, королева кубков, королева пентаклей. Здесь на самом деле вы рассматриваетесь как женщина жизни. Да, как женщина жизни. И здесь человек, ну, королева кубков – это любимая женщина жизни. Человек,
хотел бы каких-то спокойных, гармоничных отношений с вами. И эти отношения, они должны быть, ну, скажем так, не на расстоянии, да, в реале. То есть он хотел бы сократить какое-то расстояние, чтобы вы стали по-настоящему любимой женщиной, по-настоящему императрицей. Вот, значит, но ощущение, что ему вам нечего предложить. Он говорит, мне нечего предложить. Он здесь перевернутый император, он может быть вообще женат. И, соответственно, он не может вам предложить статуса. Может быть, он мог бы предложить встречу, да, стать любовницей ему, но не статуса императрицы. И по перевернутому иерофанту человек здесь пытается показать, что он к вам равнодушен, или что между вами дружба, или что между вами рабочие отношения, например, да, но на самом деле ему хочется к вам бежать со всех ног, потому что вы являетесь его искушением. Да, перевернутый иерофант – это падший ангел, это дьявол. Вот. И, конечно, у человека очень сильное притяжение к вам, которое он пытается скрыть. Ну, вот, собственно, мы с вами выяснили, что товарищ у нас не мошенник. Ну, во всяком случае, да, по его представлениям о вас, вроде мошенник не выходит. Или это мошенник, который подвлюбился, да, и такое бывает. Хорошо. Его мысли о вас за последние 48 часов. Ох уж это расстояние, как я бешусь, как я взбешен, как я хочу его сократить, как я ее хочу, боже ж ты мой. Все эротические мечты. Моя императрица, это точно не мошенник, слушайте, он прям моя императрица, и все, и что это у нас тут, это такое... Нет шанса быть вместе, нет шанса на любовь. Слушайте, этот человек вас любит. Этот человек вас любит. Сегодня у нас прям сахарный расклад. Слушайте, прям в сахарного таролога я сегодня превратилась. Значит, ну ладно, да, какая энергия идет из потока, такую и читаем. Значит, смотрите, что здесь интересного. Он думал о вас очень настойчиво, очень концентрированно в течение этих 48 часов. Он думал о том, как ему приехать. Он думал, как ему сократить это расстояние, потому что, ну, не вмоготу человеку. Он вас до такой степени хочет увидеть, он хочет вас потрогать, он хочет вас прижать, он хочет вас вот в засос, извините меня за эти слова, засосать всю. Понимаете? Здесь очень такие серьезные эротические мечты. Он хочет провести с вами много времени рядом и все это время заниматься сексом. Ну а чем еще заниматься людям-то? Вот. Значит, то ли он никогда с вами не спал, то ли он давно с вами не спал, но вот он вас воспринимает как девственную королеву огня, да, то есть женщину, которую я не пробовал, но от этого еще сильнее хочется. Что вот прямо у него внутри разгорается какой-то такой огонь, и чем больше вы уходите от этой темы, а вы, скорее всего, пытаетесь с ним на эту тему не разговаривать, да, то есть как бы, ну, коллеги, там, друзья, давай не будем про секс ничего говорить, да. Чем больше вы уходите от этого, тем сильнее хочется пробить ваше сопротивление. Понимаете? Вот, то есть здесь вот прям все про его страсть, все про его секс и, ну, сексуальные фантазии, назовем это так. И опять вы выпадаете императрицей, вы его императрица, вы его женщина жизни, но меня смутила блокирующая карта, да, я спросила, что это, почему. Он говорит, ну у нас нет шанса на любовь, и у нас нет шанса на постоянной основе быть вместе. Как будто бы ему очень хочется вас увидеть, провести с вами время, но потом ему придется вернуться, ну, боюсь, наверное, к семье.
Понимаете? То есть здесь вот такая история. И об этом он думал. Об этом он думал. Ну давайте, раз у нас здесь показана снижена активность, да, человека, что ты активность-то снизил? Раз мысли нам показывают. Сейчас узнаем по-бырому. Он очень сильно скучает по вам. И ему хочется быть активным на самом деле очень сильно. Но он говорит о том, что он причинил вам какую-то боль или причиняет вам боль словами о любви, словами о своей страсти, потому что что-то невозможно, и вот после каждого разговора, после каждого его напора такого, да, вы оба остро чувствуете расстояние, остро чувствуете невозможность, остро чувствуете вот эти препятствия, которые между вами, и это доставляет боль. На самом деле он говорит: я снизил свою активность, потому что я ей доставляю боль. Ей, я не хочу ей делать больно. Человек очень трепетно к вам относится. Очень трепетно к вам относится. Короче, не мошенник и не Альфонс. Почему денег ждал, непонятно. Благодарю. Я не знаю, может, он ждал денег у себя, чтобы вам послать. Может быть, здесь такая взаимосвязь. Хорошо бы, что мужчина послал вам деньги. Замечательно бы было. Благодарю. Двоечки, троечки. Что между вами? Какая-то усталость. Вы боитесь, что мужчина вас использовал. Какое-то у вас такое ощущение, что он имел к вам некий спортивный интерес. Ну да. Вы в девятке пентаклей, такая вся из себя ресурсная, проработанная, все про себя знаю, не подпущу недостойных к себе, но что-то недостойные, как говорится, прут и прут. Значит, здесь снова показан мужчина, который моложе вас. Ну или он по возрасту может быть не моложе, просто по своему поведению, да, по умозаключениям, которые он произносит, да, утверждает. Он достаточно незрелый человек. Здесь человек, который, знаете, очень интересно, он делает ставку на эмоции в своей жизни и все время говорит о том, что для него важна любовь, важны эмоции, а вот это вот все материальное, оно не важно. Дальше очень быстро обижается, считает, что у него хорошее чувство юмора, но при этом он шутит всегда очень больно, да, не болезненно, а больно. То есть он шутит пошло. Вот, скорее, правильное слово. Он пошло шутит, и вам становится больно, неприятно, и вот это какое-то странное ощущение мерзопакости возникает. Вот, значит, еще он человек, который, знаете, может в драку ввязаться. Человек, который любит себя как-то, знаете, выставлять очень странно. Если вы приходите в общество, в компанию людей, он может вас опозорить своим поведением, криком, хамством каким-то в сторону ваших знакомых, да, тем, что он может тут же, как я и сказала, да, ввязаться в драку, начать эту драку, сделать какое-то хамское, очень низкое замечание женщине, мужчине. То есть у него есть вот эти черты. Но почему-то вы все это хорошо понимаете, да, но почему-то вас к этому человеку ужасно тянет. Ужасно тянет. И вы думаете о том, что это ваш кармический партнер, потому что как вы не пытались от него уйти, как вы не пытались его выкинуть из головы, у вас не получается. Вы все равно о нем думаете, вы все равно циклитесь на нем и все равно возвращаетесь. Вот такая здесь ситуация. Хорошо. У мужчины с деньгами не очень, а у вас хорошо. Он четверки пентаклей, то есть он, ну вообще он жадный человек, и он все время
что-то там экономит, пытается по сусекам поскрести, чтобы что-то нагрести. Вот. А вы такая вся ресурсная женщина, вы от него ничего такого не требуете. Ну, просто хотите себе мужчину своего уровня. А он вообще нифига не вашего уровня и вряд ли до него доползет хоть когда-нибудь. Хорошо, кто вы для этого человека? Кто вы для этого человека? Какая-то, знаете, потерянная мечта, что ли. Здесь понимаете, в чем дело? Человек воспринимает вас как женщину для веселья, для увеселения себя, для радости и для праздника. Он говорит о том, что он хотел с вами закрутить какой-то такой роман, который бы его веселил, радовал и наполнял. Но, значит, все это почему-то не удалось. И, как он говорит, из-за вас. Из-за того, что вы были им разочарованы, вы ожидали чего-то большего. Здесь, понимаете, он говорит, я ей ничего большего не предлагал и ничего большего не обещал. Но она почему-то на это рассчитывала. А когда она это не получила, она очень сильно расстроилась. Вот. То есть, кто вы для него? Ну, вы для него женщина, которой он интересовался, для того, чтобы зажечь. Вот понимаете, зажечь какой-то внутренний огонь. Хотелось развлечься, повеселиться, наполниться, кайфануть. Вот с вами в его голове это было возможно. Но вы оказались более серьезной, такой недоступной женщиной. И поэтому он говорит о том, что сейчас между вами ничего не происходит. Да, как-то все затихло. Не вижу ссоры, не вижу каких-то разборок. Просто какая-то такая тишина, знаете, невесомость, когда люди вроде как не расстались и вроде как они не общаются. То есть что-то такое вот висящее в воздухе. Вот. Но он злится на то, что не получилось с места в карьер вас получить. Понимаете? То есть что-то он так хотел по-быстрому закрутить этот роман, а вы ему по-быстрому не дали. Потребовали, может быть, что-то. Или сказали, что вы себе не на помойке нашли, где-то с ним там по гостиницам бегать. Что-то в этом роде здесь было. Хорошо. Его мысли за последние 48 часов. Слушайте, у нас весна, что ли, так работает. Все мужчины просто фонтанируют эротическими фантазиями. Просто вот дальше некуда. Он скучает по вам. За последние 48 часов скучал, хотел появиться. Тут или за эти 48 часов уже было наше с вами любимое магическое слово «привет». Слово, открывающее двери, да, как думают мужчины, что написал слово «привет», и женщина тут же на все согласилась и сама продолжила разговор. Ну, если бы они так не думали, да, они бы писали более распространенные предложения. Короче говоря, смысл такой: или оно, это магическое «привет» уже было, или вот прям будет. Потому что горит парень наш, горит у него там жезл, горят пожелания к дальнейшему взаимодействию. Возможно, вот в этой тишине он вас где-то увидел. Увидел вас где-то в городе, или увидел вас на работе, если вместе работаете, или увидел вас в интернете. Если он, допустим, сидит на какой-то вашей страничке, и тут вы выложили новое фото или новое видео, там рильсик какой-нибудь свой, он посмотрел, и у него прям все вот внутри
всколыхнулась. Потому что здесь видно, что у человека внезапно всколыхнулась страсть. Она всколыхнулась, она, значит, нарисовала разные картинки в голове, разные фантазии. Вот, и сразу захотелось, он заскучал очень сильно и захотел проявиться. Но, значит, по какой-то причине здесь невозможно проявиться просто вот по-честному. Оно может быть и возможно. Просто он так думает, что ну как-то вот просто ей написать о том, что я думаю о тебе, я скучаю по тебе, давай увидимся, давай пообщаемся. Ну или даже хотя бы напрямую, да, что я определенным образом по тебе скучаю. Давай пообщаемся тоже определенным образом. Нет, вот он этого не может сделать. Он говорит, что к вам нужен подход и нужна какая-то запутанная манипуляция. Ну, не знаю почему, да. Вот, то есть он здесь пытается вас обхитрить, и, скорее всего, вот это его появление, оно будет таким вот замысловатым, хитрым, как он считает. Короче, о чем он думал? Он думал о вас, он думал о всяких своих фантазиях, он думал о том, как вас обмануть, как проявиться и заставить вас вот пойти на то, чего он от вас хочет. Вот. Как сделать так, чтобы ситуация между вами обнулилась, и вы как будто бы что-то не помнили. Он где-то уже проштрафился, да, с вами, потому что он вот прям мечтает о том, чтобы вы что-то забыли, или уже что-то простили. Понимаете? Что-то такое он наговорил вам. Вот. Значит, о чем еще он думал? Он думал о том, что, возможно, вы уже не заинтересованы в нем, что, возможно, придется ваш интерес как-то разжигать к себе. Вот. И думал о том, что он вас ревнует. Он на самом деле боится проявляться к вам, потому что вы очень такая резкая дама и можете рубануть не по-детски. Когда вы рубите, вы можете сказать человеку какую-то некрасивую для него правду. И он этого боится. Он говорит, блин, я вообще не хочу никакую правду про себя слушать. Она уже говорила, спасибо, кушали. Вот. И он, конечно, хочет, чтобы после его проявления вы такая вся, знаете, воздушная, такая вся возбужденная, сразу согласились на встречу. Вот. Но понимает, что этого не будет. Поэтому он боится разговаривать с вами, медлит, да, в своих проявлениях, обдумывает это все. А если я сделаю так, а если я сделаю по-другому? И вот в процессе какого-то наблюдения за вами он вас еще и ревнует. Ну, тут классика, может быть, жанра, да, вы выставили фото, вам какой-то мужчина сделал комплимент, вы ему поставили лайк на его комментарий и понеслась. Да, и все. И мы уже ревнуем, и у нас уже слюни вот где-то вот тут вот наперевес болтаются. Ну, короче говоря, вот так. Здесь вообще ваш мужчина считает вас очень популярной девушкой. То есть он считает, что у вас много поклонников, и все они закидывают вас цветами, комплиментами, может быть, подарками какими-то. Вот у него такое представление о вас. Ну что, мои дорогие, наш сегодняшний разбор подошел к своему завершению. Надеюсь, что он понравился вам, срезонировал с вами. Не забывайте, мои дорогие, писать свои комментарии, ставить лайки. Это, самый меньший энергообмен, который вы можете сделать. Все-таки Таро расклады, таро-разборы – это магическая процедура, да, и, конечно же, она требует от вас энергообмена. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Я благодарю вас еще раз напоминаю вам о том, что есть новый канал Людмила Шпакова в потоке. Если не увидели ссылку, не смогли пройти, наберите, пожалуйста, в YouTube. Этот канал существует пока только в YouTube.
Значит, наберите Людмила Шпакова в потоке, и вы увидите новый канал. Значит, заходим, сразу подписываемся и смотрим в шахматном порядке на этом канале видео ежедневно. Благодарю. Ну и как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.